Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами о личной жизни, о личной истории. Карты нам не расскажут. Но если призвать интуицию, я так думаю, какой-то пазл можете сложить или просчитать свою ситуацию на пару шагов вперед. Или, ну, какая-то подсказка определенно будет. И на этой неделе у нас 28 числа как раз лунное затмение в знаке зодиака Телец. Управитель, как и у вас, Венера, вопросы благополучия в целом. Но это то, наверное, по Луне, по лунному затмению точнее, как тысячи неопределенностей. Еще непонятно что-то. Непонятно, как будут дальше развиваться события. Есть то, что мы не видим на данный период времени, что-то отчетливо. Поэтому и оттолкнуться словно от этого пока невозможно. Поэтому важные какие-то решения или вердикты, или обещания кому-то, или словно ломать что-то, да, и пытаться создать в эту неделю что-то заново, то, наверное, тоже не лучшее время. Но и с другой-то стороны, не могу сказать, что лунное затмение закончится и все проблемы уйдут. Увы, нет. Потому что в знаке зодиака Телец, опять же, управитель Венера, как и у вас. В ретро-движении до конца года будут две планеты. Юпитер, провластная планета, хоть ее и называют планетой счастья, но это в первую очередь планета порядка, какой-то структуры. И туда же еще и Уран, он тоже в ретро-движении до конца года, и называют ее планетой-разрушитель. Она не разрушитель, она просто как будто мусор из нашей жизни быстрее, либо нам помогает вот принять какие-то такие очень важные, может быть, болезненные решения, меняя какую-то обстановку вокруг, вынуждая нас к каким-то либо действиям, либо, ну, каким-то мыслям, когда мы в чем-то ставим точку. Поэтому у каждого по-разному. Вот давайте мы с вами узнаем. Я подготовила колоду, и первая карта — важное событие или главное событие на неделе. Мои дорогие весы, неожиданное событие. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что будет помогать? Что скрыто? Может быть, мы на что-то не обращаем внимания. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем, посмотрим энергетику карт. Денежная энергия на неделю, как будут складываться события финансовые и личная жизнь. И давайте мы с вами достанем еще карту совет, подытожим наш расклад. И откроем первую карту, главное событие. Но вам не единственным, уже сколько, наверное, миллион раз эту колоду перемешала. А многим выпадает знаком эта карта. И, видимо, действительно у нас что-то в пространстве, но, собственно, оно и не удивительно со всеми событиями, обстоятельствами вокруг. Неизбежно у кого-то что-то меняется. Но эта карта, кстати, прогресса. Тройка пентаклей. С одной стороны, это как мы сдаем жизненный экзамен. Сам по себе эта карта экзамен. Так, конечно, может, и как банальный экзамен какой-то, курсы мы закончили или учебу в чем-то где-то, да, и теперь мы уже готовы применить это на практике. И карта-то обещает, что мы любые знания на практике применим, и более того, еще и будет прогресс в деньгах в последующем. Вот карта очень перспективная сама по себе. Но если мы говорим жизненный экзамен, значит какая-то обстановка, которая нас вынуждает принимать новую тактику, новую стратегию, новые методы, может быть, что-то пересматривать. У кого-то это может быть банально смена руководства, например, на работе, да, или и надо тоже как-то подстроиться под новый порядок или какие-то регламенты, которые руководство там выставляет как бы как условия. Может быть, новый график работы, а у кого-то будет смена работы, смена сферы деятельности. Но в любом случае, сами по себе для вас, мои дорогие весы, перемены, они не быстрые, не скорые. Здесь вы сами на что-то как будто готовы, настроены. Но это не произойдет быстро. Но, видимо,
Что поделать, как говорят, да, в эпоху перемен мы живем, и поэтому надо быть готовым к любому повороту событий. Неожиданное событие. Ну, вообще, это ваша карта. Королева мечей, неважно, кто меня смотрит, мужчина или девушки. Чаще это прообраз Юдифи, когда мы готовы от чего-то отказаться, правда? Кто-то может стоять на выборе, либо в отношениях, либо, скорее всего, работа, дела, бизнес, финансы, где-то вот могут быть эти сферы у вас наиболее актуальны в течение недели, и нужно делать какой-то выбор, причем может быть однозначный. Может быть, на вас где-то давят, чтобы вы дали кому-то ответ. Может быть, с другой стороны, это нам уже словно, ну, надоело вот чем-то заниматься, или какая-то тупиковая ситуация может достигнуть своего предела, и вам захочется окончательно с чем-то разобраться. И по королеве мечей, если неожиданное событие, ну, может быть такое отчасти, когда мы вынуждены обратиться к врачам, например. Но больше это ваша энергия, поэтому я бы не сказала, что это в неожиданностях. Больше, наверное, неожиданность. Мы что-то не должны, знаете, как расслабиться и прошляпить. Вот обратите внимание, именно в этой колоде много птиц, да. Интересное изображение, я нигде не видела, вот именно связанные с королевой мечей. У нас внизу сидит милое создание кошка. И если все птицы у нас парят вверху, а птицы это прообраз наших мыслей, может быть, каких-то новостей, да, которые нас тоже через мысли к чему-то подталкивают. Так вот, одна из птиц, ну так, неосторожно опустилась и приблизилась к кошке. И ей кажется, ничего не предвещает, милое животное. То есть она не видит, эта птичка, опасности какой-то. А мы-то знаем, что прыжок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Поэтому не подвергайте себя риску. Просчитывайте все. Не время в лотерею играть, даже я бы сказала, это точно. Здесь нужен холодный расчет. И тогда вы как будто любую ситуацию просчитаете очень правильно. Чему сейчас не время? Ну, наверное, вообще нет ничего, чему бы сейчас не было времени. Хотя по королеве Пентакли это может быть, вообще проходят люди, которые самодостаточные люди, где-то уверенные люди, и которые создали себя сами. Может быть в себе уверенным где-то чересчур. Вот если с учетом этой кошки. Уверена в том, что я контролирую ситуацию, а тут в любой момент что-то может пойти не так. С чем-то мы не должны просчитаться, понимаете? Где-то быть спокойным, как будто у меня сейчас надежная позиция, да, и у меня все, я уже знаю, какое событие, за каким должно следовать, а тут возьми, да что-то поменяется. Ну, правда, в наше сложное время уверенным быть можно только в том, что ни в чем уверенным быть нельзя. Поэтому сама по себе карта не несет никакого подвоха, поскольку здесь, опять же, нам про надежность и стабильность говорят. Но все же, что нам может помешать? Значит, вот где-то, если мы думаем, что, ну, как чересчур уверены сами в себе, это нам может помешать. Все-таки просчитывать как минимум 50% какого-то либо риска, либо за счет внешней какой-то ситуации. Ваша какая-то история тоже может начать меняться. Оставлять, наверное, себе вот этот процент на какие-то внезапные обстоятельства. Что будет помогать? Император. У кого-то конкретный человек, может быть, с какими-то возможностями, мерой ответственности, опять же, по императору это проходит, который вам будет помогать. Но вообще это про ваши энергии. Вам предлагают быть в этих энергиях, мои дорогие. Так вот, если мы говорим про риск, да, с одной стороны, император, он на что нацелен? Чтобы его намерение, цель была осуществлена на 1000%. С другой стороны, он прекрасно понимает, что постоянно будут меняться условия, события, обстоятельства. И он готов где-то скорректировать свои планы, чтобы что-то более важное в жизни не упустить, осуществить.
Не подвергнуть себя риску, то, что ему дорого, свое богатство буквально, да, или мы будем говорить денежный какой-то эквивалент, или то, чего он достиг, его территория, то есть или его место под солнцем, там, где ему хорошо. Назовите как угодно. То есть вот мы рассчитываем где-то сами на себя. Ну, и хладнокровие, хотя сама-то по себе эта карта горячая, это огненная карта, она символизирует Марс, Овна, и поэтому энергетика уверенности где-то она у вас будет, но холодный расчет, без него как будто не обойтись, потому что чересчур, если мы уверены, то тогда мы упускаем какие-то детали, которые могут быть важны. А как будто в это время мелочей нет для вас, мои дорогие весы. Позиция у вас сейчас достаточно сильная, но с ней надо очень как-то аккуратно в нашем быстро меняющемся мире. Давайте дела, работа, бизнес. Что-то может стоять на паузе, кстати. Могут деньги задерживаться. Или подписание каких-то документов. Важно будет спокойно дождаться, не пойти в разнос. Мы тут что-то не сможем ускорить. Может быть, решение того или иного вопроса, согласование. Тоже как будто карта нам говорит, что у тебя все придет в твое время, не волнуйся. По этой карте прекрасно проигрывается, когда мы планируем дополнительный доход. Или доход из разных источников, да, может быть, как дивиденды какие-то или пассивный доход. Вот по этой карте хорошо проходит. Деньги как будто есть, и деньги будут, но, видимо, какие-то задержки, может быть, сбои в банковской системе или еще то, что вот от вас не зависит, мои дорогие весы, может поставить на паузу тот или иной вопрос или решение вопроса, или то или иное дело, ну или где-то это будет связано с имуществом, деньгами. Но как будто все равно все продвигается. Поэтому не ускоряйтесь. Тут главное что-то не педалировать. И посмотрите, на деньги нам выпадает карта заслуженного успеха. Если мы где-то, с одной стороны, темная карта, а тем не менее значение шикарное. Когда мы именно действовать больше склонны, но действовать осторожно. Да, может быть такой вариант, как риск, да. Но это вот, наверное, как в случае с Юдифью, когда не безумный риск, как вот у этой птички с кошкой, а когда вот как Юдифь, которая все просчитала, библейский персонаж, исторический, не случайно. Если бы она, наверное, это так вот не осуществила. Она никому не говорила, во-первых, не распространялась, куда она идет, зачем она идет, что она собирается делать, иначе бы что бы произошло. Понятное дело, нашлись бы предатели, ну и ее бы история была совсем другой. И никто бы о ней теперь не говорил, не узнал, правда? Вот вам, наверное, где-то быть вот настолько в таких холодно-расчетливых энергиях, когда подмечаете все. Как будто идти вперед нужно. Вот у вас это на финансы выпадает. Значит, подобная какая-то ситуация финансовая, когда нужно принимать решение. Но его просчитать нужно до мелочей. Может быть, у кого-то действительно проиграется с работой, смена работы. Или вы будете искать работу, которая вообще в другой местности. Или вам может быть предложена такая работа. Или вы будете искать удаленную работу. Или, может быть, вы перешли на удаленную работу и где-то приступите к этому. Что-то здесь по способам заработка и вашей деятельности вы можете менять. А предпосылки к этому могут быть самые разные. Но успех как будто он в последующем. Поэтому если деньги, опять же, задерживаются на этой неделе, они к вам все равно придут. Личная жизнь. Я бы сказала, тут даже прогресс у кого-то может быть с популярностью, потому что по этой карте иногда проходят, знаете, если вы работаете в интернет, например, да, или посредством интернет, или вы, ну, чем-то занимаетесь, может быть, сфера IT, вот здесь для вас, ну, какой-то крупный доход может так вот на горизонте конкретно маячить, не совсем на этой неделе, но как будто вот что-то такое, то, что вы впоследствии получите, или, может быть, ваша даже популярность в последующем. Паш Пентаклей. У кого-то вопросы это на личную жизнь, связанные с детьми, или где-то эта карта будет говорить все то же, что я говорила по тройке Пентаклей. Либо наши новые начинания, либо какие-то перемены сами по себе. Может быть, перемены
опять же, касаемо вашей службы или перемены в графике работы, или изменения какие-то, когда нам себя нужно, ну, условно так немножко реорганизовать, как минимум, под изменившиеся уже условия. Сама по себе карта означает размеренность, уверенность какую-то, нет какой-либо синкопы. Поэтому, может быть, и вы будете решать вопросы детские даже с детьми, как бы подросшими детьми и какими-то проплатами. И такое тоже может быть. Но вообще по пажу Пентаклей элемент новизны, построения нового качества жизни на длительный период и с каким-то денежным эквивалентом. Ну вот так в целом, что говорит карта. Карта совет. Все сохраняй, карта жадины. Ничего не упускай, собой не рискуй. Наверное, сохранение, император в первую очередь должен себя сохранять. Одна карта напротив другой. Какая-то ситуация не должна выбить из колеи. Нет места, ну, какому-то реваншу все-таки. Нет места каким-то ненужным эмоциям. И в целом вот не должно ничто, вот те ваши позиции, которые у вас есть сейчас, как будто ухудшить. Но и будьте жадинами. Вот напрямую нам такой совет дают, мои дорогие весы. Что скрыто? По пятерке мечей это первая победа. Когда победа одержана, но толку от нее маловато, потому что радости от победы нет. Может быть, обстановка вокруг вас такая мутная, непонятная, поэтому и карта нам говорит: отступи словно полшага назад и посмотри, пронаблюдай, как люди, может быть, проявятся, да, или когда мы не меняем собственных позиций или собственных принципов. Ну, чтобы не увеличивать дистанцию или какое-то недопонимание, мы не обостряем конфликт. Или мы никому ничего не доказываем. По этой карте мы никому ничего и не докажем в этот период вообще. Каждый останется при своем мнении, на своей волне. Мы только потеряем время, нервы и все. Еще каких-то недругов заработаем. Может быть, буквально карта, что скрыто. Может быть, как будто за нами наблюдает тот, с кем у вас была ссора. Или с кем вы раньше не договорились. Или еще какая-то такая скользкая ситуация, когда ждут нашего где-то, ну, как мы оступимся, и вот этот самый подвох какой-то готовится, может быть, или кем-то использован. Поэтому будьте прозорливыми, внимательными, не давайте, словно, возможности для того, чтобы о вас что-то сказали где-то, да. Будьте ровными и где-то в отношениях, а вы великие дипломаты, и о себе много не говорить. Вот это точно. Мы можем как будто о себе проболтаться и сами себе какой-то гомеостаз, мои дорогие, нарушить, потому что потом эта весть разнесется, чего-то добавят, в итоге будет истина подаваться совсем далекой от настоящего, то, что есть по факту, но вам это не прибавит улыбок на лице. Поэтому, если мы никому ничего не говорим, как Таюдевь, у нас не будет проблем. Вот буквально так. У нас не будет конфликтов, у нас не будет каких-то обострений. Тут даже не столько дипломатии, сколько, ну, где-то молчания. Вот нам надо вот быть жадинами, даже на слова, наверное, или на свои мнения. Перекладывайте на себя. Вообще ресурсная неделя. Ну, энергии такие сложные, совершенно разные. Вы справитесь, мои дорогие. Будьте счастливы и любивы всегда.